Ребят, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я делаю обзор новой колоды. Давно вы мне закидывали, почему нет никаких ни тематических раскладов, ни обзора новинок. Уж так складываются текущие обстоятельства, но решила все-таки эту ситуацию поменять. Итак, королевой бала у нас с вами сегодня будет Таро, которое может навредить. Либо Таро, которое может сделать больно, либо иное его еще название Таро, которое вам разобьет сердце. Сути дела не меняет, но это достойный инструмент, достойный экземпляр, который, я считаю, может быть изюминкой вашей коллекции. Давайте знакомиться и смотреть. Как вы видите, покрытие Soft Touch может оставлять отпечатки пальцев, потому что такой, как матовый бархат, чтобы было понятно. Особенно если у вас руки в креме и так далее, поэтому будьте с этим осторожны. Конечно, со временем оно все как бы проходит, но... Тем не менее, для кого это важно, обратите на это внимание. Шикарный бокс, шикарная коробка. Автор у нас Изабелла Ротман. У меня это первое издание 2019 года. На текущий момент я видела 3 издания. Они между немножко собой разнятся. Сейчас буду объяснять, в чем конкретно. Итак, посмотрите на этот шикарный бокс. Как вы видите, здесь идет у нас золотое голографическое изображение. Шикарные карты и сама коробка. И как вы видите, здесь у нас изображение стихий. Ну, собственно говоря, на обратной стороне колоды мы видим краткий такой посыл автора. Ну, собственно говоря, ссылка на сайт, где это можно заказать. Почему ссылка на сайт? Потому что здесь вы можете по айбану определить, если у вас вы можете считывать штрих-код, либо здесь сейчас покажу вам. Вот указание Might Heart Studios, где вы можете приобрести данный инструмент. Вот, Might Heart Tarot.com. Это для тех, кто интересуется, где заказывать колоды, как приобретать. Ребят, стоимость, безусловно, опять же, будет у всех разная, потому что это еще зависит от доставки в вашу страну, от стоимости и какой вариант вы выберете. Какие варианты существуют? Значит, у меня вариант, который идет с перламутровым голографическим срезом. Так он кажется белым, но при преломлении лучей, я не знаю, насколько вам сейчас это будет хорошо видно, потому что у меня немножечко не так падает свет, не так падает солнце, но вот идет такая вот интересная радужная голография. Есть еще такой вот черный срез, но тоже с голографическим отливом. То есть тут уже кто что для себя выбирает, в остальном они идентичны. И есть третий вариант, третье издание, я видела его испанское, оно вообще идет в стилистике колод Левелин, которые идут в большом боксе, открываются. Но мне там не нравится ни подача, ни качество колоды, ни то, как там сделана цветопередача. Поэтому вот эти два варианта считаю наиболее приемлемыми. Итак, бокс шикарен. Как видите, здесь тоже везде покрытие Soft Touch на магнитной защелке. Очень люблю такие варианты, потому что, как правило, карты в них служат значительно дольше. Да, конечно, при ежедневной работе у вас это все будет где-то там, может быть, затираться, ломаться, но тем не менее сами карты будут в идеальном состоянии. Мы сейчас к ним вернемся. Немножечко о мануале. Значит, видно, что все сделано с любовью. Человек прям на этом циклился, но, как я говорю, люди перфекционисты, может быть, в чем-то, как я, потому что здесь прорабатывалась каждая деталь, все подписано, где, что, как. Знаете, как я говорю, с чувством, с толком, со вкусом, с расстановкой. Замечательная полиграфия, книга англоязычного формата, здесь только на одном языке, но даже если вы не знаете английский язык, не будет проблемы при помощи гаджетов это все перевести. Тем более нынешние технологии это позволяют. Итак, традиционно, как мы видим, вступление, что автор какой посыл нам доносит, история Таро, как читать карты, способы чтения карт. Вот еще, так сказать, авторский расклад, который она здесь применяет и вам показывает, и язык Таро. То есть мы идем, у нас информация по старшим, по младшим арканам, конкретно какая стихия что из себя представляет, нумерация арканов, как вы видите здесь. И уже у нас пошли карты двора, краткое описание, кто что из себя представляет. И, как мы видим, дальше уже непосредственно идут трактовки. Чем примечательно, что я люблю в такого рода мануалах?
Если человек новичок, знаете, когда вы только из серии впервые взяли карты в руки, у вас еще, возможно, нет соответствующей литературы, потому что мы, как правило, всегда действуем по импульсам. Сначала приобрели, а потом уже думаем, что с этим делать и как с этим жить. Так вот, не нужно вспоминать, что это за карта дурак, где искать. Сразу идет отсыл, да, прорисовка. Конечно, не цветная, в черно-белом формате, но я думаю, сюжет и линия узнаваемая. То есть вам будет легко найти, что это за аркан, и прочесть его краткое описание. То есть, как мы видим, так у нас идет по всем арканам абсолютно. Сейчас я... Так, еще король пентаклей. И вопросы благодарности и библиография. На какие первоисточники ссылалась у нас автор для создания этой колоды. Супер. Ну, действительно, может быть не мега емкая в плане подачи информации, но для новичка более чем. Теперь переходим к самому инструменту. Казалось бы, Райдера Уэйта и всех его интерпретаций оракульных колод у меня уже, как говорится, хоть ложкой жуй. Но все равно хочется чего-то, знаете, как новой энергии, новой подачи. Эта колода меня воодушевила, вдохновила, во-первых. У нее очень действительно замечательная светлая энергетика. Шикарная подача, классная прорисовка. Это, наверное, одна из немногих колод, которые во время работы вам энергию отдают, а не забирают. На что хочу обратить внимание. Во-первых, шикарная двухсторонняя рубашка. Мы видим, здесь у нас изображен аркан мир. Непосредственно все масти, и мечи, и жезлы, и кубки, и пентакли. То есть такая первооснова. Вы можете работать как с прямыми, так и с перевернутыми, то есть кому как удобно. Замечательная вырубка карт. Несмотря на то, что были в работе, видите, нигде ничего не кошлатится, не осыпается. Супер. Очень плотный картон, двухсторонняя матовая ламинация и шикарная цветопередача. Поэтому здесь качество колоды действительно на высоте. Вы будете очень довольны покупкой. Причем оно не просто двусторонняя ламинация. Присутствует этот легкий такой софт-тач, но карты при этом не склеиваются. Знаете, как прям отскальзывают от рук. Могу сказать так, это современная интерпретация Уэйта. Наверное, более понятная, более комфортная. Поэтому так она полюбилась многим тарологам, многим практикам. И, знаете, как вошла в бестселлеры в плане продаж. Поэтому колода действительно заслуживает вашего внимания. В чем плюсы, в чем минусы? Мне очень нравится, что здесь идет нумерация. Вы обратите внимание, когда мы будем листать с вами колоду. Она идет у нас не римскими, а арабскими цифрами. Для новичков это очень удобно, потому что когда, знаете, путаются, о боже, какой-то аркан, о чем идет речь. Здесь коротко, понятно, подписана непосредственно карта, да, что вот старший аркан дурак, и идет нумерация. Колода рамочная. Кому-то заходит, кому-то нет. Не знаю, как бы она выглядела безрамочная, может, было бы более глубокое погружение, но, тем не менее, меня все устраивает. Очень классная подача, очень классная цветопередача и, радует глаз. Во всяком случае, мне. За всех сказать не могу. Я вам, скажем так, покажу с позиции визуального ряда. Ничего нового вы здесь для себя не увидите, не подчеркнете. Все те же принципы, как наверху, так и внизу. Интерпретация Уэйта, просто более в современном варианте. Даже если вам кажется, что какие-то где-то символы не учтены, все здесь. И, как мы видим, месяц, и гранаты, как символ плодородия. И вот, то есть, понимаете, как вот и деревья, как вот эти два столпа темного и светлого, да, как грани между миров. Императрица. Очень шикарная такая интересная подача. Вот вам знак Венеры. И видите, как у нее здесь венок из звезд. Очень классно подан. Карта плодородия, жизни, богатства, любви, роскоши. Император. Тем не менее, четко видна лидерская позиция, как прочно человек стоит на ногах, какое положение занимает. То есть все читабельно, все угадываемо, но просто, говорю, в более таком интересном формате. Даже обратите внимание на жреца. Те же ключи, те же два ученика, вот же символы граната, здесь пшеница и серп. То есть все то, что вы видите на классике, но просто в более современной интерпретации. Влюбленные. Вот здесь нет вопроса выбора, здесь четко единение, объединение, любовь, союз. И как следствие, как показывает этот аркан, выбор. Выбор, который вы делаете в первую очередь душой, сердцем. И как следствие
Ну, вот видите, Купидон, который вам стреляет. И тут не у нас не архангел, а немножко как бы другая позиция. Изобразили Купидона. Но, я думаю, ситуация для вас узнаваема и читабельна. Колесница. Видите, мне понравилась подача, прорисовка. Вместо сфинксов у нас здесь 2 мотоцикла. С одной стороны, вроде бы положение неустойчивое, но вместе с тем, если вы будете контролировать ситуацию, как говорит этот аркан, добьетесь многого. То есть и более быстрое движение. Опять же, аркан сила. И автор здесь делает акцент на гендерное равенство мужчин и женщин, а также, знаете, чтобы здесь не было вопросов расизма. Поэтому очень увидите много на арканах прорисовок афроамериканцев. Но, как бы, по сути, все нормы и правила соблюдены. Даже вот колесо фортуны, читабельные стихии, вот пожар, горит лес, то есть стихия огня. Вот земля в виде гор, и как следствие вот у нас стихия воздуха и дождь, как символ стихии воды. Правосудие. Современная судья. Только видите, не завязанные глаза. То есть зрячая. И ее мерила справедливости. Повешенный. Видите, как светлая голова, как легкость, как переосознание, новый иной взгляд на вещи. Даже смерть. Видите, так, по более современной подаче. Но, как говорится, перед смертью, как и перед Богом, все равны. Умеренность. Стихия огня и воды, которая дает нам энергию жизни. Дьявол. По дьяволу тут вопросы зависимостей, проработка пороков, грехов, прочего. Башня, разрушенный маяк. Ну, то есть, видите, все читабельно, все узнаваемо. Ну, для вас не будет каких-то новых открытий. Смотрите, какая здесь интерпретация кувшинов в виде таких пластиковых бутылок. Ну, прикольно по-своему. Или вот луна. Солнышко. Ребенок не на лошади, а на собаке. Как символ беззаботности, верности. Или суд. Видите, здесь в виде кармы. И взвешивание на весах, да, по сердцу или по совести. Ну, то есть вот и сердце здесь, и перо. Опять же, вот этот аркан мир. И пошла у нас стихия чаш. Вы видите, колода легкая, очень такие классные цвета. Двойка кубков, вот то, что я вам говорила по поводу гендерного равенства, поддержки ЛГБТ. Как мы видим, здесь на двойке кубков изображены двое мужчин, и над ними кадуцей, как символ, в первую очередь, любви, единения, сексуальной активности. Не всем это заходит, но, тем не менее, имеет место быть. И вот видите, так, как говорится, кофе в руках, как символ поддержки, заботы, любви и внимания. Тройка чаш. Девичник, вечеринка, приятное времяпрепровождение. И здесь мне очень понравилась четверка кубков, как не символ апатии, застоя, хандры, депрессии, а знаете, как вопрос и медитация, способ уйти в себя, чтобы вас никто не тревожил, не отвлекал, не давал вам эмоциональный раздрай, а больше как обретение покоя. Ну а вот пятерка кубков здесь уже читабельно, видимое отчаяние и горечь, и в чем-то даже, как, знаете, боль утраты. Шестерка кубков. Родной дом, родные стены, родные пенаты, близкие, все то, что дорого сердцу, все то, чем мы сейчас дорожим. Семерка кубков. Сложности выбора. Что же выбрать, на чем сделать акцент? Так, восьмерка чаш. Очень понравилась также подача по девятке кубков, как человек, который получает удовольствие от своего любимого дела. И как следствие эмоциональное наполнение, насыщение, жизнь в удовольствии, потому что человек себя реализовывает
через раскрытие своего потенциала, своей души, через творчество. Очень такая классная подача, вообще я в восторге. Так же, как и десятка кубков. Действительно, как видеть гнездо. Вообще отличная подача, весна в душе, любовь, взаимопонимание, поддержка. Или как паш кубков, первый опыт заботы, любви, дарить кому-то поддержку, внимание, то есть нести ответственность. Ну и радость, безусловно. Опять же, рыцарь кубков. Движение, восторг. Видите, тема кофе. Такие же, наверное, кофеманы, как и я. Раскрыта полностью. Тут все кофеманы, кофе-зависимы. Ну, классно. То есть эмоции, которые греют. Королева чаш. Опять же, видите, ритуалы, связанные с водой, вопросы очищения, детоксикации. Очень шикарная карта. Или король кубков, да, вот человек, который получает удовольствие от того, что он рыбачит, от того, что он плавает, эмоциональная стабильность, полнота жизни, полнота, вообще, знаете, как вкус жизни, вот самое главное, я бы сказала, по королю кубков. Туз жезлов как символ инновации, потому что мы видим здесь у нас новые города, новые возможности, новые технологии. И как следствие двойка жезлов, вопрос выбора, движение, куда направиться, что делать. Тройка жезлов – это у нас как начало и продвижение текущих проектов, планов, которые мы себе строим. Очень шикарная подача по четверочке жезлов, обратите внимание. Опять же, семья, дом, урожай, полнота жизни, радость, единение. То есть, знаете, как все как-то легко, со вкусом, на лайте, без каких-то перегруженного какого-то символизма. Этим она и подкупает. Вот даже пятерка жезлов. Понятно, что борьба, добиться своего, отстоять свое. Также вот по-простому, да, современная интерпретация. Шестерка жезлов. Победитель, возможно, какой-то велогонки, но тем не менее толпа ликует, поддерживает. Семерка жезлов. Достижение своего, отстаивание своих целей вопреки всему. Восьмерка жезлов. Карта скорости. Как видите, от чего-то бежать. Активные действия, молниеносные действия. Девятка жезлов как головная боль из-за текущих каких-то бытовых аспектов, проблем. Десятка жезлов тяжкое бремя, хотя от вас зависит, стоит вам его нести или нет. Оправдано ли это? Паж жезлов общение. Тут, в частности, музицирование, да, то есть нести свой голос свету. Рыцарь жезлов – это активность, скорость, молниеносность. Королева жезлов – самовыражение, то есть это уже план, который вы воплощаете в жизнь, энергия, которую вы вкладываете в свои начинания. Король жезлов, видите, здесь изображена женщина, то есть женщина с активной мужской позицией, ну или, как говорят, огонь-баба, да. Женщина с мужскими фистикулами. Ну, называем вещи своими именами. Но, тем не менее, лидерские позиции – это активная жизнь, это харизматичность, это энергетический напор. Туз мечей. Двойка мечей. Ничего не вижу, ничего не слышу. Пусть за меня все решат. А потом это приводит к разбитому сердцу. Четверка мечей. Карта сновидений, покоя, восстановления, медитации в том числе. Пятерка мечей, как мы видим, карта конфликта, боевых действий, эмоционального раздрая. Шестерка мечей. Движение. Ехать. Семерка мечей. Предательство, обман, ложь. Сокрушающая ситуация. Восьмерка мечей. Ограничения. Но это, знаете, как переждать непогоду. Я бы назвала еще так эту карту. Ну, адаптация под обстоятельства. Вот, наверное, наиболее правильное, актуальное значение этого аркана в текущей ситуации. Девятка мечей. Как мы видим, это у нас бессонница, переживания. Может быть, панические атаки, тревоги и так далее. И десятка мечей – это у нас окончание чего-либо. Смерть, конец. Но, как мы помним, да, самый яркий рассвет бывает после окончания самой темной ночи. Он у нас всегда перед рассветом. Дальше. Паж мечей.
анализировать, взвешивать. То есть птицы летят, вот видите, куда, почему, зачем. Вот видите, буря, ураган, что происходит. То есть ловить информацию на лету. Рыцарь мечей – это ваша активность, ярость, резкость. Вот видите, воздать по заслугам. Королева мечей – конструктивный анализ, взвешенный подход, аналитика. Король мечей – это здесь, помимо всего прочего, еще может идти обращение к врачу, потому что не зря здесь изображен пожилой мужчина в инвалидном кресле, для устранения каких-то препятствий. Туз пентаклей – новый шанс, новые возможности, новая жизнь. Двойка пентаклей – это баланс жизни. Здесь мы видим активную работу, а здесь ситуация стабильности. Очень понравилась пятерка пентаклей. Почему? Потому что, как бы это страшно не прозвучало, как ты думаешь, что тебе хуже всего, есть тот, кому хуже, чем тебе. И это акцент по ситуации: не проходи мимо чужой беды. Поделись последним, как говорит карта, и тебе жизнь воздаст старицей. Шестерка пентаклей, карта энергообмена, помощи. Здесь, как всегда, ожидание плодов своего труда. Активная работа. Наслаждение результатом, довольство своей жизнью. Полнота жизни, стабильная счастливая семья, самодостаточная семья. Новый этап, новая жизнь, новые начинания, бесценный опыт. Взвешенные планы. Может быть, в чем-то рутина, но стабильность по всем фронтам. Королева пентаклей как смысл заботы о ком-то, дарить любовь, стабильность. Опять же, финансовое подспорье. То есть жизнь, которая, знаете, как бы стабилизировалась и удалась. Ну и король пентаклей в своей ипостаси, жизнь в кайф. Во всяком случае, изображение, исходя из этого аркана. Поэтому колода прекрасна, я бы даже сказала, шедеврально. Очень легкая, очень понятная, не перегружена какой-то ненужной информацией, либо ненужными красками. Уверена, многим зайдет. Знаю, что у многих тарологов она, в принципе, уже есть в обиходе, в работе. Вам остается только понять и принять, нужен вам этот инструмент или нет. Но могу сказать, исходя из его качества, будет он вам служить очень долго. Поэтому это та колода карт, которая обязательно вас будет радовать долгие годы. Я вас благодарю за просмотр. Очень надеюсь, что информация для вас была полезной. В любом случае жду от вас комментариев. Не забывайте оставлять ваше мнение о данном инструменте. Если он у вас есть в работе, делитесь своими впечатлениями. Ну и, возможно, напишите о тех колодах, которые вы хотели бы увидеть на обзорах. Я же вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь и до новых встреч.